Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы с вами разберем самые часто допускаемые ошибки в пудровой технике бровей. Итак, я подготовила, точнее собрала работы, которые выполняют наши начинающие мастера, так как мы проводим всегда аттестацию во всех своих студиях, поддерживаем качество работы и, конечно же, выявляем ошибки, которые они допускают. Только после этого они приступают к работе и начинают работать в нашей команде. Итак, первая работа. Какие здесь визуальные ошибки? Если посмотреть на эту девушку, кажется, что брови широковаты. Плюс все-таки верхняя граница, вот здесь прямо так срезать хочется, потому что такой горб пошел. Вообще очень красивая форма современная, когда верхняя и нижние линии идут параллельно. То есть, грубо говоря, бровь состоит из таких линейных фигур геометрических. Здесь, наверное, даже трапеция вначале, не прямоугольник, потому что немного сужается вот эта фигура, чтобы бровка была плавная. Самое главное, конечно, вот так резко нельзя сужать, иначе будет очень выраженный такой треугольник. Ну и вот эту линию тоже нужно учитывать. Она показывает нам, что нижняя линия плавная, а верхняя линия как раз-таки формирует нашу форму, формирует уголочек. Причем уголочек мы потом вот таким образом смягчаем. И кончик при этом, если вот так продлить или при отрисовке эскиза приложить какую-то плоскость, карандаш, либо линейку, кончик должен смотреть на верхнюю часть уха, если разделить его пополам. Только тогда будет взгляд открытый. Если уже ниже кончик спускается, то такой грустный взгляд, немного опущенный взгляд, тем более если вы работаете на возрастных дамах, хочется такого лифтинг-эффекта добиться, поэтому обязательно выбирайте точку выше середины уха. Вот, поэтому кончик сам, причем брови при этом не пострадают в данном случае, потому что всего лишь кончик немного развернуть, и уже более плавное направление всей бровки становится. Вот, это мы с вами разобрали. Еще какие моменты ключевые, чтобы бровь была такая красивая, очень привлекательная, хотелось ее рассмотреть поближе. Все-таки верхняя и нижняя линия должны быть ровные, повторюсь, да, и просто в данном случае вот так вот немного пляшет, что верхняя, что нижняя линия. Ну, с верхней мы уже поняли, прям вот так вот выше она пошла. То же самое и градиент. Вот головка, в принципе, неплохо выведена, но хочется еще более плавнее, чтобы головка уходила на нет. Пигмент в начале брови должен вообще растворяться, поэтому здесь сосредоточено минимальное количество пигмента, в отличие от акцентов. Акцент у нас вот здесь. И в процессе процедуры мы всегда сравниваем нижнюю часть, верхнюю. Верхняя часть должна быть светлее, чем нижняя часть, а здесь все-таки более такой равномерный градиент. Здесь градиент просто горизонтальный, то есть от темного к светлому. А красивая бровь, такая объемная, обтекаемая, должна иметь градиент в двух направлениях. То есть помимо горизонтального, бровь также имеет вертикальный градиент, то есть тоже от темного вот этого уголочка, от этой точки, к светлому. То есть верхушечка должна быть более легкой, а низ такой четкий, строгий, в отличие от верхней границы бровки. Так, пошли дальше. Здесь мы выявили ошибки. Откроем следующую работу нашего мастера. Но здесь результат, как мы видим, получше. Есть небольшие моменты, которые стоит доработать, и бровь будет просто шикарно. Это, например, вот этот хвост. Обратите внимание, он такой тонкий-тонкий, театрально заканчивается в тоненькую ниточку. В природе такого не бывает. И опять же, градиент горизонтальный просто потрясающий. Бровка очень плавная, хорошо растворяется, начало очень хорошее у брови. Но верх достаточно плотный, хочется все-таки иметь какую-то разницу. Вот здесь вот поплотнее, а здесь еще светлее. То же самое и с хвостиком. Хвост прям такой очень строго очерченный. В идеале здесь добавить немного такую пудру, чтобы верхушка была очень легкая. То есть в этом как раз-таки основная проблема. Но еще одна ошибочка – это начало брови снизу.
не хочется до самого начала доводить такую ровную линию. Здесь еще можно сделать чуть посветлее, чтобы бровка вот прям вот очень легкой была. Но в целом работа неплохая. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрала именно ваши работы, именно ваши ошибки, пишите в комментариях и присылайте мне свои работы в директ, и, возможно, в следующем выпуске я разберу именно ваши работы. Итак, пошли дальше. Здесь у нас, как мы видим, чувствительная кожа. Это мы поняли по покраснениям вокруг. Помимо того, что работа сделана немного травматично, кожа действительно чувствительная. С такой кожей нужно прям аккуратно работать, потому что чуть дотронешься, лишнее движение, и все, уже покраснение, не сфоткаешь красиво. А для нас это важно, да, как мы знаем. Вот, наверное, самое важное мастеру сфоткать красиво свою работу. И для этого, конечно, вот, как я уже сказала, полегче надо работать. Сильно размах не нужно брать, иначе кожа цепляется, краснеет, начинает там сукровица выделяться. Поэтому мелкими движениями, чтобы лишний раз не зацепить, на такой коже нужно идти. Но и в целом визуально какие ошибки, да? Ну, мы видим вот эту рыжинку, это из-за травматичности получилось. Вот здесь вот как-то сразу на нет сошел угол. То есть вот здесь темно по сравнению с верхом. У нас ведь бровь вот так можно разделить на 3 сектора. Вот первый, второй, третий. То есть головка, тело и хвост. Вот эта часть головки должна быть светлее, чем часть 2. Вторая часть должна быть светлее, чем часть 3. То есть вот таким образом мы идем постепенно. Я всегда работаю маленькими шажочками, и только прокрасив 3-й, например, сектор, я могу себе позволить приступить ко 2-му сектору. И при этом сравниваю, всегда смотрю на предыдущую свою работу, и здесь уже должно быть светлее. Ну, конечно, вот здесь у нас такой акцент всегда, а в этой брови нет. Ну и также обратим внимание, да, здесь вроде бы полегче попытались сделать верхушку, здесь поплотнее, но на конце опять равномерно пошло, что низ, что верх. Но и самое начало брови очень жесткое, вот здесь должно растворяться. Как мы с вами выяснили, первый сектор, эта головка, самый светлый, он светлее, чем сектор 2. Поэтому здесь должно быть легче, нежнее и сводиться на нет. Ну и более ровный этот верхний край, потому что немного горб пошел. Так, следующая наша работа. Здесь вроде бы все красиво, но есть такая очень явная ошибка, которая бросается в глаза. Это хвост, который уходит очень так резко вниз. И если провести линию, мы смотрим, ну и видим то, что хвостик смотрит сильно в нижнюю часть уха. Опять же, если провести ровную линию, хвост ушел гораздо ниже головки. Что это значит? Это значит, что бровка так визуально заваливается вниз, становится грустный взгляд, и визуально глазки опускаются. Поэтому, как минимум, кончик должен быть в одной плоскости с головкой. То есть хочется вот этот хвост прям вот так открыть. И в этом случае форма будет более плавной и более открытой. Причем, опять же, здесь не пострадает сильно своя бровь, потому что тут всего лишь 2 волосочка убрать, сделать немного другой ракурс, немного другой как бы угол взять, и уже кардинальное изменение будет. Но в целом работа неплохая, легкая, не травматичная, головку хорошо вывели, ну, можно было немножечко добавить вот здесь очень легких пикселей. Но в целом работа хорошая. Так, и здесь мы видим брови на возрастной коже, причем кожа плотная, пористая. И опять же такая рыжинка видна при данной работе. Это от того, я так думаю, что травматизация была, и видны очень такие пиксели выраженные. На такой возрастной коже, а кожа возрастная, это видно, все-таки хочется добиться более легкого эффекта. Но возрастным дамам не нужно какие-то жесткие рамки делать, яркие брови, их плотно напылять. Наоборот, с возрастом хочется легкости, не нагружать никак лицо, поэтому я бы в данном случае проработала полегче. Вот здесь можно было немного сделать поизящнее, более такую плавненькую, тоненькую форму. Здесь светлее,
Все-таки, когда своих волосков недостаточно, не стоит делать какую-то широкую форму, потому что, как мы знаем, там, где есть волоски, пудра заживает прозрачно, как будто теньками подкрасили, а там, где нет волос, это прям видно, что на коже. Это прям видно, что на коже что-то не то и как будто вот что-то недокрашенное такое, ну и, соответственно, этот участок будет светлее по сравнению с тем, где есть волосы. Так, ну еще одна наша работа. Здесь форма открытая, ну, несмотря на то, что немного так вниз уходят волоски. Не знаю, как выглядела клиентка до, но, возможно, можно было бы немного опустить бровь, всю бровь, потому что вот здесь есть волосочки, чтобы кончик не был сильно пустой, потому что недавно, да, с вами об этом говорили, там, где нет волос, выглядит светлее, там, где есть волосы, по заживлению будет выглядеть ярче. Вот здесь у нас волосы, вот здесь нет волос. А акцент-то как раз у нас на вот этом месте должен быть. По заживлению будет смещенный акцент, то есть вот здесь будет ярко, вот здесь будет светло, совсем наоборот. Ну, это отличается от нашей задумки, поэтому в данном случае, если мастер выбрал такую форму, нужно на кончиках поплотнее наносить, чтобы визуально вытянуть форму, иначе концов как будто не будет или будут они такие полуразмытые, полусмытые. Но в целом головка хорошо напылена, очень легко. Немного можно было бы сделать разницу верха и низа, то есть низ чуть плотнее, верх еще легче. Старайтесь вот прям делать такую даже вертикальную визуально разметку. Можно тоже ее пронумеровать 1, 2, 3. То есть под циферкой 1 у нас самая темная зона, 2 это что-то между, переходная часть, и под циферкой 3 у нас прям пудра-пудра. И в таком случае у вас будет плавная растяжка кверху. Напомню, если вы хотите, чтобы в следующем выпуске я разобрала именно ваши работы, пишите комментарии под этим видео и присылайте фоточки в директ. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!